Здравствуйте, дорогие зрители, добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовим потрясающе вкусный муссовый торт клубника-лимон. Для него мы приготовим клубничную прослойку, которая состоит из двух текстур, миндальный бисквит Джоконда, нежнейший сливочный мусс с лимонной цедрой и белым шоколадом и зеркальную глазурь для покрытия. Давайте начнем готовить. И начнем с приготовления клубничной прослойки, так как ей понадобится время, чтобы полностью замерзнуть. Первым делом замачиваем до набухания 20 граммов желатина. У меня листовой желатин силой 160 блюм. Я его замочила в произвольном объеме холодной воды. Если у вас порошковый или гранулированный желатин, то для замачивания вам понадобится 120 граммов воды. Если сила вашего желатина отличается от указанной в рецепте, то его количество нужно пересчитать по таблице. Я взяла 300 граммов замороженной клубники, полностью разморозила и просто пробила погружным блендером до состояния пюре. При желании вы можете использовать готовое пюре клубники. Соединяем в ковшике подготовленное клубничное пюре с сахаром 70 граммов и цедрой половинки лимона. Лимонную цедру можно заменить цедрой лайма. Если вы сняли цедру заранее, то лучше сразу смешайте ее с сахаром или накройте пленкой, чтобы аромат не улетучивался. И прогреваем, периодически помешивая до полного растворения сахара. Кипятить не нужно, я нагрела до 80 градусов. Снимаем с плиты и процеживаем через сито, чтобы избавиться от косточек и лимонной цедры. Добавляем в горячее пюре набухший и хорошо отжатый листовой желатин или желатиновую массу и хорошо перемешиваем. Чтобы желатин хорошо разошелся, важно, чтобы температура пюре была выше 60 градусов. Если оно вдруг сильно остыло и желатин не расходится, то можно немного прогреть. Теперь нужно взвесить получившееся пюре. Всего получается 400 граммов. И делим на две равные части по 200 граммов. Далее берем кольцо диаметром 16 сантиметров. Стенки кольца слегка смачиваем водой и оборачиваем пищевой пленкой. Хорошенько ее натягиваем, чтобы не было заломов и донышко было полностью запечатано. Устанавливаем подготовленное кольцо на доску и выливаем половину клубничного желе. Убираем в морозильную камеру на несколько часов до полного замораживания. Вторую часть желе накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем остывать при комнатной температуре приблизительно на 1-2 часа. Когда клубничное желе остыло до комнатной температуры, начинаем его взбивать при помощи миксера на максимальной скорости. Оно должно посветлеть и хорошо увеличиться в объеме. Периодически останавливаемся и снимаем массу со стенок силиконовой лопаткой. Продолжаем взбивать до получения вот такой консистенции. Первая часть начинки за это время уже успела подмерзнуть. Достаем ее из морозилки, быстро выкладываем на нее взбитое желе и разравниваем. Оно очень быстро стабилизируется, поэтому действовать нужно без промедления. Убираем в морозилку до полного замораживания. Теперь приготовим миндальный бисквит Джоконда. Рецепт очень простой. В удобной емкости соединяем миндальную муку 45 граммов, пшеничную муку высшего сорта 15 граммов и первую часть сахарной пудры 40 граммов, разминая все слежавшиеся комочки. Добавляем щепотку соли и еще раз перемешиваем до равномерного распределения ингредиентов. Добавляем яйцо и взбиваем по нарастающей скорости до пастообразного состояния, приблизительно 1 минуту. Из 40 граммов белка и второй части сахарной пудры 10 граммов приготовим французскую меренгу. Соединяем их в удобном стакане, в котором будет удобно взбивать, и взбиваем до получения стабильной плотной меренги. Теперь соединяем ее с ранее подготовленной массой и аккуратно перемешиваем вручную лопаткой, без использования миксера. Вот такое тесто получается в результате. Перекладываем его в заранее подготовленное кольцо диаметром 16 сантиметров. Кольцу делаем донышко из фольги и устанавливаем на противень или, как в моем случае, дно от разъемной формы. Тесто немного разравниваем и убираем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут. Я выпекала на режиме вверх-вниз без конвекции ровно 13 минут. Готовность бисквита можно проверить или деревянной шпажкой, или легким надавливанием пальцем на бисквит. Поверхность пружинит и не остается вмятина от пальца. Даем бисквиту остыть и освобождаем из формы. И вот такой красивый бисквит у нас получился в результате. Теперь его нужно разрезать на две части. Для рецепта нам нужен бисквит высотой приблизительно 1 см. Вторую часть бисквита можно использовать для другого муссового торта. Тщательно завернутый в пленку, он прекрасно хранится в морозильной камере до 3 месяцев.
Когда все составляющие для торта готовы, можно приступать к приготовлению мусса, непосредственно перед сборкой торта. Первым делом 7 граммов желатина замочим в холодной воде. Пока желатин набухает, в ковшике соединяем 130 граммов жирных сливок и лимонную цедру с половины крупного лимона. И добавляем 40 граммов глюкозного или инвертного сиропа. Для удобства использования его можно слегка подогреть в микроволновке. Рецепт инвертного сиропа есть на канале в отдельном видео, ссылка в описании. Ставим ковшик на плиту и прогреваем до состояния активного пара или до температуры 90 градусов. Снимаем с плиты и пропускаем через сито, чтобы избавиться от цедры. Можно накрыть крышкой или затянуть пищевой пленкой и дать постоять минут 10-15, чтобы сливки еще лучше ароматизировались. В горячие ароматизированные сливки добавляем набухший и хорошо отжатый от излишков воды желатин и хорошо перемешиваем. Когда желатин полностью разошелся, высыпаем 130 граммов белого шоколада и оставляем так на полминутки, чтобы шоколад подтаял. После чего пробиваем погружным блендером до однородности. Теперь даем остыть сливочно-шоколадной основе до 30 градусов и взбиваем 140 граммов хорошо охлажденных жирных сливок жирностью 33-35%. Взбиваем до полувзбитого состояния. Правила работы со сливками есть на канале в отдельном видео, ссылка в описании. Нам нужно добиться вот такой консистенции. Сливки уже начинают оставлять следы на поверхности, но еще не дошли до стадии мягкого пика. Они еще достаточно жидкие и пока не держат форму. Теперь объединяем обе массы и наш мусс готов. В результате вот такая консистенция мусса должна получиться. Приступаем к сборке торта. Кольцо диаметром 18 см смачиваем водой и обтягиваем пищевой пленкой. Внутри прокладываем ацетатную пленку и фиксируем зажимом или канцелярской прищепкой. И устанавливаем кольцо на доску. Форму таким образом нужно подготовить заранее. Выливаем на дно подготовленной формы 2/3 мусса и достаем нашу замороженную клубничную прослойку. Чтобы извлечь замороженную прослойку из кольца, можно прогреть кольцо руками или феном. Затем надавливаем и аккуратно ее извлекаем. Теперь со стороны взбитого желе вот таким образом вставляем зубочистки и аккуратно переносим клубничную прослойку в центр кольца с муссом. Слегка утапливаем прослойку в мусс и аккуратно вынимаем зубочистки выкручивающими движениями. Ждем секунд 20, чтобы мусс слегка схватился вокруг замороженной начинки. И выливаем оставшийся мусс. Сверху укладываем бисквит. Аккуратно его продавливаем вкручивающим движением. Бисквит должен слегка возвышаться над муссом приблизительно на 1-2 мм. Убираем собранный торт в морозильную камеру до полной заморозки. Когда торт полностью замерз, слегка прогреваем феном бока, снимаем кольцо и убираем ацетатную пленку. И снова уберем торт в морозилку, пока будем готовить зеркальную глазурь для покрытия торта. Подготовим все необходимые ингредиенты для зеркальной глазури. Первым делом желатин замочим водой. Пока желатин набухает, приготовим сироп из сливок, сахара и глюкозного сиропа. Сироп глюкозы можно слегка подогреть в микроволновке, чтобы с ним было удобнее работать. Глюкозный сироп можно заменить на инвертный. Ставим ковшик на плиту и, постоянно помешивая, доводим сироп до кипения и даем ему немного покипеть. Кипящий сироп сильно пенится, поэтому ковшик берите побольше. Сироп должен дойти до температуры 102-103 градуса. До этой температуры он доходит за 20-30 секунд кипения. Даем сиропу немного успокоиться, буквально 5-10 секунд, чтобы основные пузыри сошли. А этим временем шоколад высыпаем в высокий стакан, в котором будет удобно пробивать блендером. И при необходимости добавляем краситель. Для окрашивания глазури я буду использовать диоксид титана, приблизительно пол чайной ложки, чтобы убрать прозрачность глазури. Набухший и хорошо отжатый от излишков воды листовой желатин также отправляем в стакан. Если вы используете порошковый желатин, то желатиновую массу можно предварительно распустить в микроволновке до жидкого состояния. И сюда же выливаем горячий сироп. Оставляем так на минутку, чтобы шоколад начал таять. И теперь, чтобы глазурь получилась зеркальной, нам нужно приготовить качественную эмульсию. Всю эту смесь нужно хорошо пробить погружным блендером. Блендер нужно заводить ни в коем случае не вертикально, а под углом. И аккуратно работать, чтобы обеспечить перемещение жидкости в стакане, но при этом не поднимая ножку блендера над поверхностью глазури, чтобы избежать попадания воздуха. Пробиваем около минуты. Если видите, что красителя недостаточно, то добавьте еще и снова пробейте блендером.
до однородного эмульсионного состояния. Я даю остыть глазури до рабочей температуры 44-48 градусов и буду ее использовать сразу. Также можно приготовить глазурь заранее, накрыть пищевой пленкой в контакт и убрать в холодильник. Эту глазурь можно хранить в холодильнике до 2 недель. Перед использованием ее нужно прогреть до рабочей температуры в микроволновке или на водяной бане и использовать по назначению. Наносить глазурь нужно только на замороженные десерты. Достаем замороженный торт, устанавливаем его на решетку и сразу покрываем, чтобы на поверхности не успели образоваться капельки влаги. Даем так постоять около 3 минут. И когда глазурь перестала стекать, аккуратно снимаем торт с решетки и переносим на подложку или блюдо для подачи. Оставшуюся на силиконовом коврике глазурь, которая стекла, можно использовать повторно для других десертов. Убираем ее в контейнер, накрываем пленкой в контакт и храним в холодильнике до 2 недель. Украшаем по желанию. Я украсила мармеладом и крошкой из белого шоколада. Теперь убираем торт в холодильник до полной дефростации. Температура дегустации муссовых тортов плюс 4 градуса. Полностью дефростированный, готовый к употреблению торт достаем из холодильника, нарезаем и подаем к столу. Не нужно держать муссовый торт при комнатной температуре. Вес готового торта 1 кг. Готовьте с удовольствием и делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте. А на этом сегодня все. До встречи в новом видео.